Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня я хочу вам снять небольшое видео мастер-класс, как связать бычка вот такого. Вот такой вот бычок. Возможно, кто смотрит мои вязовлоги, тот видел его уже. Бычок связан по мастер-классу, который уже есть на канале, по мастер-классу вот такого зайчика. Я взяла у зайчика тело, голову, вот, изменила лишь ушки, мордочку добавила и связала рожки. Поэтому я не буду полностью показывать, как я вязала тело, а покажу лишь, как вязала голову и в каких рядочках вязать рожки и ушки. Вот. И, конечно же, оставлю схему в описании, как связать все эти детальки. Ну и если вдруг кому-то непонятно и нужно более подробно, то вы можете в этом видео посмотреть, как связать голову. А в мастер-классе с зайчиком я оставлю ссылочку, вы сможете посмотреть, как связать вот это вот тело. Но я думаю, у вас не возникнет никаких проблем связать просто по схеме. Также еще, наверное, покажу, как связать вот такой вот хвостик. Так. Я уже связала вот такие вот заготовочки ушек и рожек. Схемки на эти детальки будут в описании. Итак, берем пряжу, крючок. Пряжа по цвету тела. И будем приступать вязать голову. Итак, первым делом вяжем вот эти вот детальки. 2 ушка, 2 рожка. И начинаем вязать голову. Так, делаем кольцо амигуруми. И вяжем в кольцо 7 столбиков. Не 6, а именно 7. 1, 2, 3. Так, фокус что-то скачет. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали, стягиваем. Так. И теперь в следующем ряду вяжем 7 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали второй ряд. И теперь в третьем ряду мы будем вязывать рожки. Так, сейчас поставлю маркер, чтобы было удобнее. Так, для вязания игрушек у меня самый красивый маркер. Это вот такая чудесная ниточка. Кстати, не обращайте внимания на этот мозоль. Это у меня от вязания. Итак, в третьем ряду мы будем вязывать рожки. Первый столбик вяжем, второй столбик, в третий столбик делаем прибавку. Так, провязали. Теперь берем наш рог, вот такой вот. Смотрите, мы вязали за 2 стеночки, вот так 2 столбика. Держим вот так вот рожек, чтобы кончик был здесь вот у нас слева, и начинаем ввязывать.
захватываем столбик на рожке и следующий столбик на голове, провязали, и следующий тоже также провязываем, захватываем столбик на рожках и столбик на голове. Ниточку оставляем там внутри, как бы внутри головы. Так, провязали 2 столбика. Теперь вяжем прибавку. Далее 3 столбика. 1, 2, 3. Снова делаем прибавку. И снова вязаем рожки. Так. Смотрите, чтобы рожки у вас смотрели симметрично влево-вправо, мы также берем рожек, как ввязывали первый, чтобы кончик смотрел влево, и ввязываем. Берем столбик с рожка, столбик с головы, провязываем, и следующий столбик рог берем и на голове столбик, провязываем, следующий делаем прибавку. И в последний вяжем столбик. Все, рожки мы вязали. Так, поправляем, если нужно. Следующие 2 ряда мы вяжем по схеме. То есть вяжем 2 столбика, прибавка. Опять 2 столбика. Прибавка. И таким образом 2 столбика, прибавка, мы вяжем до конца ряда. Довязали этот ряд до конца и вяжем следующий 5-й ряд. В этом ряду мы вяжем 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка и так далее до конца ряда. Сейчас я довяжу ряд до конца и вернусь. Итак, вот я довязала этот ряд до конца. Вот такая деталь у нас получается. Теперь мы вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду мы будем вязывать ушки. Смотрите, этот круг у нас должен получиться 4 столбика, прибавка. Итак, вяжем 1, 2, 3, 4. Делаем прибавку. И здесь смотрите, если вы вяжете галочками, то вы смотрите на свое вязание, чтобы у вас ушко было симметрично. Ну, не симметрично, параллельно рогу, чтобы смотрелось красиво. Вяжем 1, 2. А теперь будем вязывать ушко. Также берем ушко, чтобы конец ниточки смотрел влево. И будем вязывать. Цепляем здесь у нас и петельку на голове. И таким образом ввязываем. Так же, как мы вязывали ручки и рожки. Следующую петельку.
А в следующую петельку мы делаем прибавку, так как нам нужно же вязать 4 столбика прибавка. Вот у нас 1, 2, 3, 4 провязано, и в следующую делаем прибавку. Внимательно смотрите, чтобы не пропустить никакой столбик, либо у вас потом общее количество не сойдется. Так, провязали, и еще раз сюда же прибавочку делаем. Далее снова вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Опять 4 столбика. Прибавка. Так, теперь вяжем еще 2 столбика и ввязываем ушко. Опять же смотрим, чтобы кончик смотрел влево, чтобы ушки у нас были симметричные. Так. Первый столбик. Второй. И в третий мы делаем прибавку. Так. Смотрим. Так, вот у нас рожки, вот у нас ушки. Все достаточно симметрично. Продолжаем дальше. Вяжем еще 4 столбика и прибавку. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Так, все, связали мы 6-й ряд. Далее все остальные ряды можно вязать по схеме зайчика. Только смотрите, вот у нас ушки такие, видите, плоские. Вы их вот так вот прижмите, чтобы они получились вот такие вот. Вот, чтобы они вот так вот выглядели. Потому что если так не прижать, то получится какая-то овечка, наверное. Ну, короче, что-то такое непонятное, поэтому я вот так вот прижимаю, и все. И получается у нас бычок. В общем, дальше мы вяжем все по схеме, которая у нас в описании. Далее все понятно, я думаю. Возможно, сложность возникнет только, чтобы вязать эти ушки. Так как обычно во всех мастер-классах они пришиваются, но вот в моем они увязываются. Вот такая вот деталька. Вяжем дальше голову, вставляем глазки, наполняем, пришиваем к телу. У меня связано вот такое вот тело по мастер-классу зайчика, который есть на канале. Ссылочку я вам оставлю. И будет у нас вот такая вот девочка. Смотрите, еще хочу показать про ножки. Ножки у нас здесь, смотрите, вяжутся 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов коричневым цветом. У коровки я вязала 5 рядов. Ну, кому как больше нравится, смотрите на свое усмотрение. Я вот первый вариант вязала 6, но мне кажется, нужно чуть-чуть поменьше, вот так вот. Поэтому здесь я провязала всего 5 рядов. Провязала 3 ряда с прибавками, и потом следующий ряд вязала за заднюю стеночку. Вот здесь видно такой шовчик получился. Вот так вот. И ручки. Я провязала 2 ряда с прибавками
И потом за заднюю стенку 3 ряда. Если вам не нравятся такие широкие копытца, то можно связать, например, 2 ряда. Я думаю, тоже будет смотреться неплохо. Также на свое усмотрение можете вязать либо одного цвета, как я вот этого вязала, либо вот такого цветного. Можно в штанишках, можно в юбочке. Смотрите, если вы захотите связать, например, бычка в штанишках, то вам нужно провязать до 18 ряда цветом штанов и в 19 ряду сменить на цвет кофточки. А все остальное вяжется все точно по мастер-классу зайчика. Ну, либо по описанию. Так, сейчас покажу еще, как связать мордочку и хвостик. Хвостик вяжется очень-очень просто. Мы просто делаем петельку первую и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в обратном направлении соединительными столбиками вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И закрепляем ниточку. Можно оставить кончик подлиннее, можно покороче, смотря как вы будете ввязывать. Так, сейчас отрежу. Смотрите, хвостик можно вязать двумя способами. Например, в 16 ряду можно его просто как бы ввязать, как бы привязать. То есть вы свяжете какую-то часть, и потом вот в 16 ряду просто крючочком проденете туда вот так вот 2 кончика, и внутри эти 2 кончика завяжете хорошенечко. Вот, и он будет отлично держаться как бы на этом узелке. Либо вы можете просто здесь завязать узел, обрезать его и прям вязать в 16 ряду, цепляясь за вот эти вот 2 петельки. За эту и за эту. За воздушную петлю и за соединительный столбик. За 2 петелечки. Посмотрите, чтобы было симметрично, и вяжете. Я пробовала этот другой способ. Мне понравилось больше просто его там завязать узлом. Так, у коровки, которая в юбочке, я хвостик не делала, но в принципе тоже можно было. Ну, мне как-то не очень нравится, как он там из-под юбки выглядывает, поэтому коровки хвостик спрятан в трусиках будем считать. Также смотрите, нужно сделать кисточку вот такую вот. Ну, если хотите, конечно. Так, нужно взять несколько веревочек такой небольшой длины. Вот буквально там на 4 пальчика. И просто вот такими вот петельками приделать на конец. Ну, сами смотрите, как вы будете ввязывать. Если за эти петельки, то сделайте здесь узел и здесь закрепите. А если будете вот так вот привязывать, тогда вот здесь закончик делайте эти петельки. Так, просто вставляем, хватаем петелечку, протягиваем и захватываем. Все так же, как, например, мы делали бы волосы куколки какой-то. Вот. Опять складываем пополам. Находим соседнюю петельку, цепляем и протягиваем. Вот. Ну и последнюю, чтобы был попышнее хвостик. Так, делаем. Хорошенечко затягиваем все ниточки и обрезаем на ту длину, какая вам больше нравится. Вот.
Можно уголком, можно ровненько. В общем, кому как больше нравится. Вот, и получается у нас вот такой вот хвостик. Вот так вот. Так, и теперь хочу еще показать, как вязать мордочку. Возможно, у кого-то возникнут проблемы с этим. Берем ниточку розовенькую, либо беленькую. Все зависит от того, какую мордочку вы хотите связать. Коровке, либо бычку. Итак, делаем первую петельку воздушную. И вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее во вторую петельку от крючка делаем прибавку. 1, 2. В следующую петельку делаем просто столбик. И в последнюю мы делаем 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петельку, которая посерединке, мы делаем 1 столбик. И в последний столбик делаем еще 1 столбик. Вот такая вот деталька у нас получается. Теперь находим первую петелечку, вот эту вот. Ее всегда очень сложно провязать так. В общем, поддеваем, продеваем и вяжем сюда прибавочку. Следующую прибавочку вяжем. В следующую петельку 1 столбик. И в следующие 3 столбика, которые мы делали в последнюю, мы делаем 3 прибавки. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 столбик. И прибавка. Вот, провязали мы. Вот, связали мы такую деталь. И теперь просто вяжем 14 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. И в 15 делаем соединительный столбик и закрепляем. Оставляем длинненький кончик, чтобы можно было пришить эту мордочку к голове. Отрезаем. Обязательно подтягиваем последнюю петелечку. Вот. И вот таким образом будем пришивать эту мордаху. При желании можно немножко наполнить, буквально там немножко. Ну, можно и не наполнять. Пришиваем ее и вышиваем ноздри. Как сделать оформление, вышить бровки, белочки, реснички. Все это есть в мастер-классе по зайчику. Но также вы можете оформлять коровку либо бычка на свое усмотрение. Как вам больше нравится. Вот. Если у вас есть какие-то колечки, можно добавить сюда, знаете, как у бычков, либо можно сюда в нос добавить. Но это уже на свое усмотрение. Можно повесить сюда колокольчик, чтобы было похоже сильнее. Вот.
И я думаю, такие вот небольшие бычки будут очень актуальны под Новый год. Такого небольшого очень легко связать. И будет приятно подарить на Новый год, как сувенир. Спасибо огромное, что подписываетесь на мой канал, ставите лайки, комментируете. Мне очень приятно, это очень мотивирует на съемку новых видео. Спасибо всем огромное за просмотр и всем пока!